Привет! Это канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Да, давно я не посещал свою землянку у ручья. И вот сейчас нахожусь прямо буквально в 20 метрах от нее. Не зря я здесь долго отсутствовал, потому что я вижу, что на крыше вырос газон. Это очень меня радует, конечно же. Пойдемте посмотрим, все ли там в порядке, был ли, посещал ли кто-то землянку. Поговорим, почему я так долго здесь не был. И поработаем. Сегодня очень много работы запланировано. Пойдемте. Вау! Вы только посмотрите. Какой газон вырос. Я прям очень рад, что очень долгое время здесь отсутствовал. Ну, примерно с месяц, наверное. И газон вырос прямо сантиметров 5-10 высотой. Шикарно. И землянка приобрела по-настоящему вид какой-то лесной сказки. Единственное, меня смущает, что дверь открыта. Либо ее от ветра открыло, либо кто-то заходил, может быть, какое-то животное, либо человек. Давайте посмотрим. Какая-то палка. Я здесь ее точно не оставлял. Но в тетради записи нет. Очень странно на самом деле. Учитывая, что здесь около стола стоит палка. Для чего? Ну, может быть, кто-то на нее опирался, но тогда этот человек очень невысокого роста и маленького веса. Либо, может быть, кого-то там отгоняли ей. И еще здесь лежит фольга на моем спальном месте. Почему она тут лежит? Непонятно. Вполне возможно, что кто-то все-таки сюда заходил. И, может быть, ну, просто посидел, отдохнул, не оставил никаких записей и, собственно говоря, ушел. Ну, дай бог, что кому-то эта землянка пригодилась в качестве места для отдыха. Ну и такого легкого, небольшого перевалочного пункта. Пусть приходит еще. Ну а какие же планы на сегодня? Во-первых, я, скорее всего, сегодня здесь не буду ночевать, а буду работать, ну, часов там до 10 вечера, как стемнеет, по ситуации. Наступило лето, на улице жара, и как-то вот в землянке проводить ночи пока что нету такого интереса, атмосферы, да, то есть, ну, самый шик в проживании и в нахождении внутри землянки — это все-таки осенний период, зимний период, ну, может быть, весенний период, когда на улице за окном прохладно, ну, или вообще мороз, а ты сидишь около печки, ну, или даже пусть без печки, но как минимум в теплом помещении и наблюдаешь за изменениями погоды вокруг тебя. Это самый любимый мой момент вообще посещения землянок. Так вот, планы на сегодня — это сделать здесь террасу. То есть сейчас я хочу приготовить бревна, по периметру выложить их, сделать ступеньки, и потом пол выложить вот такими досками. Такие доски я напилил, по-моему, еще месяц назад, если даже не больше. Они здесь в лесу лежат. Их просто нужно сейчас сюда принести. Но с ними я спешить не буду. В первую очередь сейчас задача стоит все-таки сделать ограждение, укрепление, чтобы земля не обсыпалась с боков. А уже потом сделаю пол. Ну,
Садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Пора начинать. Поехали! Забыл взять рулетку, самое главное, блин. Хорошо, что есть такая доска, горбыль. Сейчас с помощью нее сделаю мерило, или как его правильно назвать. Короче говоря, по нему буду пилить бревна, исходя из размеров, которые мне нужны. И взял сегодня аккумуляторную пилу. Ну, а почему бы, собственно, и нет? Зачем тратить свои физические силы, когда есть электроинструмент? Бензопилу тащить было лень, она у меня тяжелая, да и объем работ сегодня не такой большой. Поэтому аккумуляторной пилы мне более чем достаточно будет. Вот это жара. 30 минут работы, а уже 7 потов сошло. Ну, вообще, на самом деле, я еще немножко не так давно болел. Мы так и не поняли с женой, что это было. То есть у нас все семейство переболело так легко как-то, да. Но болезнь странно гуляла. То болит горло, то насморк, то ноги болели. То есть, ну, все симптомы, как в марте, по-моему, я переболел коронавирусом. То есть вот один в один все похоже. И также прям буквально 3 дня что-то было плохое состояние, потом все прошло. В прошлый раз у меня была дикая просто одышка после там каждых 100 метров, да, пройденных мной. То сейчас история повторяется. То же самое. Тоже 100 метров стоит подняться, там, не знаю, с одним бревнышком, вот с этим, да, и уже одышка идет. Вот мы, кстати, когда ходили в поход с Иваном, вот тот подъем на гору мне очень дорого обошелся. Я там прям так хорошенько подустал. Ну, а что скрывать? Как есть, так и есть, говорю. Еще и эта причина была, по которой я не хотел ехать строить землянку. Ну, потому что строительство связано с физическими нагрузками, с перетаскиванием бревен, с подниманием каких-то грузов, копанием, да, и, ну, сопутствующие какие-то работы постоянно физически проводятся. Поэтому я как можно дольше откладывал приезд сюда, хотя, вот, признаться честно, именно в эту землянку я уже очень хотел приехать и соскучился по ней. И, слава богу, все здесь в порядке, все отлично. Небольшой перекур и пойду дальше пилить, таскать.
такие работы мне всегда напоминают какое-то собирание какого-то конструктора Лего, ну, либо какого-то другого конструктора. Вообще с сыном любим собирать этот конструктор. Это не реклама, но мне кажется, это очень полезно для какой-то моторики развития, там, да, и для развития конструктивного мышления, ну, в смысле, конструкторского, точнее, мышления. Я в детстве тоже очень любил играть с конструктором. Сейчас сюда вкапываю столб опорный, на который будет ложиться вся нагрузка от бревен. Но на самом деле нагрузки-то здесь большой и не будет, по сути. Потому что равномерное давление будет со всех сторон оказываться на эти бревна. Да и какое давление, тут грунта-то не так уж и много, тем более он глина еще идет. То есть, а глина, она, я так думаю, просто так не поползет. Тут главное создать какой-то упор небольшой. И, в принципе, на этом все. Ну, если даже вдруг в дальнейшем какие-то проблемы возникнут, и стена начнет заваливаться, то всегда можно будет это исправить с помощью дополнительных подпорок, крепежей. Ну, это, в общем, решаем. Поехали! Так, ну смотрите, одна стена, в принципе, у меня практически готова. Наверное, даже еще можно одно бревнышко положить, чтобы уж прям наверняка. И все, да, и эта стена готова. Вот это тоненькое сейчас брошу. Отлично. Немного присыплю. И все. Делаю вторую стену, а потом уже лицевой займусь. Хорошо, что я заранее спланировал, и здесь уровень земли я не делал под пол. То есть я оставил сантиметров, наверное, 10 лишних, может быть, даже и 15. И как раз вот эту землю, которая сейчас лишняя, да, я и убираю за стены своей террасы.
честно говоря, не знаю, может быть, это и не орлы были, но выглядели они устрашающе. Их полет напоминает полет орла, который охотится за своей добычей. Так, ну точно, что это не ворона и не голубь был. А если вы знаете, обязательно пишите в комментариях, кто это пролетал. Помните мультфильм «38 попугаев», что ли, назывался? Змею, по-моему, да, попугаями измеряли. Ну вот я точно так же измеряю длину нужных мне бревен. Надо было рулетку брать с собой. Сам виноват. Сейчас пока пилил бревна, обратил внимание, что здесь целая тропа проходит. Явно она вытоптана не людьми, а животными. Посмотрите. Вот она идет в ту сторону. И, соответственно, вдоль леса проходит и уходит в ту сторону, постепенно спускаясь в сторону ручья. То есть это такая своего рода тропа, по которой животные ходят на водопой. Я просто удивляюсь, что прям вытоптано так хорошо. И что самое интересное, они делают тропу в таких местах, чтобы можно было пройти практически напрямую, то есть избегая каких-то поворотов, избегая препятствий на своем пути, ну, то есть как люди практически. Единственное, конечно, высота. Почему я определяю, что это тропа для животных, а не люди вытоптали. Высота веток, нависающих над тропой. Ну, здесь не очень видно, довольно-таки высоко, а в некоторых местах прям высота веток, ну, на уровне 1,50 м, наверное. Ну, как бы среднестатистический человеческий рост, там 1,60 м, наверное, 1,70 м, 1,80 м, я не знаю. Ну, явно больше, чем 1,50 м, 1,40 м. И поэтому делаю выводы, что да, это тропа животных. Сейчас пока шел по лесу, думаю, куда пропали косули. Тишина такая, сегодня они не рявкают, что-то я вообще... Вот, ну, одну видел, когда сюда шел, еще утром, и больше что-то их и нету. И так подумал, думаю, ну а что, если жара там за 30 градусов, что будем тут сейчас в лесу-то сидеть, да, в траве? Наверняка они там вдоль ручья расположились и отдыхают на курорте таком. И что-то я так нафантазировал, прямо аж самому захотелось в ручье искупаться. Надо посмотреть будет, что там с уровнем воды. Дело в том, что когда я его переходил сегодня утром, скорость течения явно замедлилась. Это говорит о том, что... Ну и уровень воды упал. Это говорит о том, что немножечко он пересыхает. Ну, а правильно, повторюсь-таки, жара просто сумасшедшая стоит у нас.
В поход вот мы ходили 32 или 33 даже было, сегодня тоже около 30. Тут любой ручей пересохнет. Буду экономить аккумулятор на электропиле, потому что он уже наполовину разряжен. А я еще хотел кое-что интересное сделать. Такой декор с боков землянки. И мне как раз таки аккумуляторная пила понадобится. Поэтому по возможности буду использовать и ручную пилу, работать ей для экономии заряда. Что-то я так увлекся и совсем уже забыл, что сегодня-то я не остаюсь здесь ночевой. Время уже 4 часа. Обалдеть. Поэтому план у меня такой. Сейчас делаю лаги здесь на пол. Приношу доски. Да, это будет немножко проблематично, но лучше сделать это сейчас, сегодня. Потому что неизвестно, где эти доски сейчас лежат. Потом я просто вообще забуду еще через месяц. Я сейчас тоже, честно говоря, с трудом помню, где я их положил. Ну, примерно сориентируюсь. Приношу их, наколачиваю пол. Наверное, эту ступеньку оставлю на следующий раз. Ну, или посмотрим по ситуации, потому что еще хотелось бы посидеть, немножко посмотреть на лес, насладиться атмосферой лесной, приготовить поесть. И уже потом... Ну, если будут силы, то займусь ступенькой. Не будут силы, поеду домой, там еще и от времени будет зависеть. Потому что сейчас здесь с полом на самом деле тоже можно провозиться и часа 2-3 точно. В общем, пошел я за бревнами.
которые будут использоваться в качестве половых лак. В этот раз я не хочу, чтобы лаги были в земле, чтобы они лежали в земле, чтобы сырели, гнили. Постараюсь как можно выше их над уровнем земли поднять. Ну что, пойдемте искать доски. Вообще не помню, где я их бросал. Ну, примерно помню. Потому что здесь приезжал, пилил с бензопилой, ходил. Искал более-менее подходящий материал. Ну, где нашел, короче, там и напилил. Так, по-моему, плюс-минус вот туда надо идти. Сейчас пойдемте поищем там. Вот, первые 3 доски нашел. Еще осталось найти 9, по-моему. О, вижу еще 2 доски. Прям как в компьютерной игре. Ходишь и собираешь что-то. Поехали. Пол готов. Честно говоря, конечно, да, не очень, прям вообще не очень аккуратно получилось. Но с другой стороны, я так думаю, что этот пол все равно сгниет за один сезон, наверное, да? Потому что он наполовину находится под крышей пол, а наполовину под открытым небом. То есть осадки будут падать и будет все это дело гнить очень быстро. А доски уже сами по себе не очень хорошего качества. Потому что в этом лесу я ничего толкового не нашел из валежника. Ну, очень мало на самом деле хорошего валежника. Такого прям, чтобы он был сухим, не гнилым. И еще в идеале, чтобы ствол дерева был потолще. Поэтому вот как-то так. То есть напилил из того, что было. Ну, а как бы годик пройдет, можно будет это все дело, пол и заменить. Уже сделать более таким нормальным,
более обстоятельно подойти ко всему этому. А сейчас еще время есть, как раз займусь пилением вот этих вот кругляшков декоративных. Хотя там заряда пилы уже прям вот совсем чуть-чуть осталось, потому что и доски подравнивал. В общем, убираю все это дело сейчас и пилю. Плинтус. Почему бы и не сделать, да? Потому что, смотрите, здесь где-то есть щели неравномерные относительно стены. И вот такой вот плинтус прекрасно все закроет и придаст особенный вид полу. Попрошу особо культурных людей закрыть свои уши. Как говорил мой отец, и говорит он пока, слава богу, живой, и дай бог ему долгих лет жизни. Кстати, недавно у него был день рождения. Отец, поздравляю тебя с днем рождения и спасибо за то, что многому меня научил. Так вот, как говорит мой отец, из говна сделать конфетку. Ну, конечно, конфеткой я бы не назвал, но тем не менее, учитывая, какие были здесь щели, вот этот плинтус вполне себе имеет место здесь быть. И скрашивать пол мне нравится. И теперь задача израсходовать заряд аккумуляторной пилы, потратив его на пиление вот таких вот срезов. Что я хочу сделать? Я хочу вот таких срезов сделать очень много и разложить их в таком хаотичном порядке. Ну хотя нет, никак не в хаотичном, а чтобы они друг к другу примыкали, наверное, лучше так. Посмотрим по ситуации. С этой стороны, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Придать объема землянки с боков. То есть, чтобы она не была слишком такой узенькой, да, куцей. Надо придать ей объема с боков за счет вот этих вот кругляшков. Все. Сел аккумулятор. Ну, на самом деле, не так уж и много получилось этих блинов сделать. Ну да ладно. Чем богаты, тем и рады.
что-то типа вот такого должно было получиться. Но, естественно, этих срезов должно быть в разы больше. Ну, раза, наверное, в 4, в 5. То есть штучек 100 таких вот срезов. И разложить их вот как-нибудь. Это придаст особый такой, ну, на мой взгляд, интересный вид придаст вообще, да, внешней землянки. И просто глазу приятно будет. Пора ужинать. Ну, сейчас уже действительно будет ужин. Время 7 часов. Как я уже говорил, костры в Самарской области сейчас жечь нельзя. Объявлен пожароопасный режим. Опять-таки взял газовую горелку. Ужин у меня будет простецкий. Хочу сделать горячие бутерброды с колбасой, сыром и помидорами черри. Пора готовить. Очень хочется есть уже. Представляете? Сейчас все облазил, свой рюкзак, в землянке все обсмотрел. Спичек нет. И у меня даже нет огнива. Дело в том, что у меня сейчас новый рюкзак, а огниво, спички и все остальное осталось в старом рюкзаке. Разводить там костер, добывать сейчас огонь. Добывать сейчас огонь шнурком я как бы не вижу смысла. Проще я, по-моему, поем бутерброды так, в сыром виде. Тем более есть уже, ну, просто очень сильно хочется. Но обидно, конечно, взял сковородку, взял газ, но не взял ни спички, ни огнива. Это будет уроком. Сюда надо спички привезти и где-нибудь спрятать их, чтобы они были. Я прям все равно доволен сегодняшней проделанной работой. На мой взгляд, получилось сделать очень многое. Да, хотелось бы сделать еще больше, но подвела аккумуляторная пила. Хотя, как сказать, подвела? Наверное, даже и не подвела, наверное, отработала, как и должна была отработать. Это не бензопила с мощным, да, карбюраторным двигателем. Ну, тем не менее, удалось хоть сколько-то напилить вот этих вот кругляшков, срезав деревьев, сделать полы, сделать саму вот эту вот нишу, со всех сторон ее заделать бревнами. В принципе, неплохой результат. Да, великолепно. Ну, а осенью надо будет делать печку здесь. Печь я решил делать кирпичную. Да, будет тяжело его сюда доставлять. Но опять-таки в рюкзак по 6 кирпичей и таскать. Идти от машины где-то мне километра 4 здесь. Ну, чуть там больше, чуть меньше, я точно не знаю. Можно в один раз, по сути, 4-4-8, 4-4-8, 16 километров. Ну, за один день можно 2 ходки сделать, то есть принести сюда 12 кирпичей. Блин, ну вообще да, придется раз 6, наверное, приехать. Посмотрим, может быть, найду Ниву у кого-нибудь, и тогда все будет намного проще. Просто моя машина сюда физически никак не может проехать. А на полном приводе можно было подъехать намного ближе.
Ну что, этот день прекрасный подошел к своему логическому завершению. Время 8:20. Пока сейчас дойду, уже и стемнеет. На всякий случай я с вами все-таки попрощаюсь. Скажу вам до скорой встречи. И спасибо, что посмотрели этот видеоролик, ну, как обычно, до конца. Спасибо за то, что ставите лайки. И за дизлайки тоже спасибо некоторым людям. Мне всегда приятно получать любые оценки. Главное, чтобы вы не оставались нейтральным после просмотра моего видео. Ну, а если какие-то эмоции видеоролик оставляет, это прекрасно. Это был канал Лесной Строитель. Скоро увидимся. Пока-пока.